Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик. Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым по социальным сетям, по электронной почте. Нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте тем людям, с которыми вы чаще всего общаетесь. В наших видео есть много интересного и полезного. Тема сегодняшнего видео – «Зачем вести дневник чувств?». Поэтому устраивайтесь поудобнее. Это видео войдет в плейлист июль, и мы еще раз возвращаемся к теме дневников. Зачем вести дневник, зачем анализировать свои чувства, и что с этими чувствами, которые были в вашей прошлой жизни, в прошлом месяце, делать, как они помогут вам в будущем быть более совершенным, достигать цели без суеты, без лишнего напряжения. Тем, кто о колесе жизненного баланса слышит первый раз, я еще раз напомню о состояниях. Колесо жизненного баланса LongSwim больше оперирует состояниями человека. Самое нестабильное состояние – это 0,4. В этом состоянии у нас меньше всего совместных действий. В этом состоянии мы больше хотим остаться в одиночку, добиваться своих целей в одиночку, никого не привлекаем к достижению своих целей. Это состояние очень энергозатратное. В этом состоянии, даже если мы где-то зарядились, расход энергии идет колоссальным. В начале рабочего дня, примерно в 12 часов, мы уже израсходовали 50% жизненной энергии. Вечером, когда вы возвращаетесь домой, в родные стены, к родным и близким, ваше состояние энергии, батарейки на уровне 10-15%, но этой энергетики не хватает вашим родным и близким, и возникает такой вот когнитивный диссонанс, что вы вроде как бы ничего не сделали и оказываетесь в таком разбитом, утомленном состоянии. В отличие от состояния 0,4, состояние 4,8 – это большее сосредоточение на действиях, эмоциональные переживания вас не сильно волнуют, нравится, не нравится вам работа, вы делаете это уверенно, легко. К концу рабочего дня у вас энергия остается на уровне 30%, длительная трудовая неделя вас не утомляет, все в вашей жизни происходит размеренно по графику, и никакая неприятная эмоциональная ситуация не может вас выбрать из колеи. Такая характеристика состояния 4,8. И самое замечательное состояние, которое не часто бывает, но к этому нужно стремиться, это состояние 8-10. Состояние 8-10 – это состояние творческого подъема. Это можно назвать, скажем так, творческим подъемом. В этом состоянии вы не испытываете усталости. К концу рабочего дня у вас более 50% энергии. Те дела, которые вы раньше делали 2-3 дня, у вас получается буквально за один день, а то и за полдня. Любая нерешаемая задача, над которой вы бились целый месяц, в состоянии 8-10 решается в течение 2-3 дней, максимум недели. Поэтому ученые со всего мира изучают вот этот момент состояния 8-10, как на работе создать такие условия для сотрудников, чтобы их производительность была максимальная. А те, кто работает в коллективе, очень ценят тех людей, которые своим энергетическим состоянием 8-10 заряжают весь коллектив, то есть они воодушевляют, мотивируют, люди объединяются вокруг цели, все делается легко, классно. Эти люди в состоянии 8-10 – это энерджайзеры, любимчики коллектива, всех их любят, но в колесе жизненного баланса LongSwim мы вам рассказываем инструменты и методы, с помощью которых вы можете себя поддерживать в состоянии 8-10. Это проработка сферы личностный рост. Вы через наставничество приходите к состоянию 8-10, увлекаете людей своим предыдущим опытом, структурируете свой предыдущий опыт, и таким образом мы плавно переходим к тому, что для структуризации своих знаний, своего опыта нужен какой-то инструмент. Этим инструментом является дневник. В дневники мы ведем рутинные записи. Если вы записи делаете в течение недели, они не будут вызывать у вас восторга, потому что вы не можете это все анализировать. Для того, чтобы анализировать свои чувства, нужно брать календарный месяц. То есть в единице календарный месяц вы будете понимать, на этой неделе у меня приподнятое настроение, на следующей неделе что-то вас выбивало из колеи, но тем не менее вы стремились к какому-то более повышенному своему энергетическому уровню. И чтобы дневник чувств не был каким-то хаотичным явлением, я вам сейчас расскажу о тех инструментариях, которые помогут вам быть эффективными, если вы ведете дневник чувств. Чем отличаются чувства от эмоций? Закономерный вопрос. Я постараюсь сейчас вкратце объяснить.
Чувства – это наши ощущения, которые влияют на нашу производительность. Колесо жизненного баланса LongSwim – это больше про практичность, то есть мы рассматриваем эмоции, состояния различные, для того, чтобы определить, с какой скоростью, с какой эффективностью мы можем приближаться к своим целям. Если говорить в двух словах, колесо жизненного баланса LongSwim – это про профессиональное и личное долголетие. Если мы говорим о личном долголетии, это означает, что мы принимаем тот факт, что мы будем жить долго и счастливо в кругу своих единомышленников более 100 лет, при этом не будем терять свои индивидуальные трудоспособности. У нас будет баланс между работой и домашними делами. Прожитые года и опыт не будут нас давить тяжелым эмоциональным грузом, а наоборот будут нам помогать идти все более высоким достижениям, потому что высокие достижения в состоянии 4,8 и 8,10 это не рывком, это такой плавный, иногда крутой рост. Состояние 0,4 это всегда так называемые качели, это эмоциональные качели, то люблю, то ненавижу, то взлеты, победы, свершения, то апатия, падение, не хочу ничего делать, прокрастинация. То есть те, кто изучает колесо жизненного баланса давно, они уже знакомы такой диаграммой. То у нас в период недели громкие победы, то сильное разочарование. У людей в состоянии 4,8 нет такого жесткого падения в отрицательные эмоции. Как правило, общий тон положительный, легкий юмор, ясность ума, хорошее понимание ситуации не только на уровне владения данными, но и по ощущениям. Вы чувствуете, что все будет, как вы запланировали, и понимаете, что ваши эмоции, то есть эмоции – то, чем вы можете порадовать, чувства – это то, чем вы можете поделиться, даже если вы не будете произносить ни слова. Безусловно, чувство – это тот элемент, который вы будете тренировать несколько месяцев, но потренировав это несколько месяцев, вы начинаете чувствовать других людей, несмотря на то, что они вам говорят достаточно приятные вещи, вы будете чувствовать их маленькую грусть. Это означает, что эмпатия у вас растет. Эмпатия, она вообще важна для сферы друзья и окружения, для тех, у кого есть дети. Для вас это прекрасная возможность понять своих детей, понять их переживания, понять, когда они нуждаются в вашей помощи. Замечательное качество, которое пригождается вам и в личной жизни, и в профессиональной деятельности. Итак, вернемся к дневнику. Какой дневник вести, бумажный или электронный? Большинство из вас, кто пользуется этим в электронном виде, не спешат пользоваться бумажной версией. Я вас буду настойчиво призывать к тому, что бумажные версии обладают гораздо большими возможностями, потому что вы получаете тактильные ощущения от тех эмоций, которые вы записываете. В электронном виде, если вы будете пользоваться дневником чувств, вы будете пользоваться стандартными значками, но стандартные значки не передают той грани впечатлений, которая очень важна при диагностике чувств, потому что по мере того, как вы будете развивать свою эмпатию, вам важна вот эта вот более тонкая градация, чем быстрая, но грубая настройка. Поэтому, если вы практикуете дневник чувств, постепенно переходите к тому, что дневник чувств можно вести в любом электронном приложении, начиная от календаря и заканчивая заметками. А дневник чувств, ежедневник, позволяет вам всем свои многогранные чувства выразить в объеме, во взаимосвязи. То есть в электронном виде вы не можете провести взаимосвязи между определениями чувств своими и окружающим. На бумаге вы можете сделать многомерные связи и понимать, как люди взаимодействуют друг с другом. Но это уже высший пилотаж. Для тех, кто хочет этому научиться, будет сделано отдельное видео. Ну, наверное, это будет не в этом месяце. Итак, зачем вести дневник чувств? Давайте пройдемся по сферам. В сфере яркость жизни мы через дневник чувств понимаем, как у нас находится баланс между работой и отдыхом, и именно чувства позволяют вам вовремя остановиться работать и приступить к запланированному, заблаговременному отдыху. Вот здесь ключевое слово «заблаговременный». Отдыхать нужно еще до того, как вы сильно утомились. В сфере духовной роста и творчества вы по чувствам определяете, что ваши жизненные ценности нуждаются в корректировке, в деталировке, и деталировка этих жизненных принципов помогает вам лучше
понимать единомышленников, потому что каждый год у нас должны появляться единомышленники. Должны это в хорошем понимании этого слова. Единомышленников мы чаще всего ищем через свое хобби, через обучение, через увлечение спортом. Там, где вы понимаете, что эти люди обладают своими устоявшимися жизненными принципами, и вы можете делать с этими людьми что-то совместное. То есть они не поддакивают вам, не подстраиваются под вас. Они просто как состоявшиеся люди принимают вашу идею как наиболее ценную и при этом не нарушают ваши личные границы. Вот такое популярное слово «личные границы» прозвучало впервые в нашем видео. Следующая сфера — карьера и бизнес. Как здесь дневник чувств помогает? Он помогает прежде всего вам перейти к стабильному состоянию 4-8, когда вы находитесь в хорошем жизненном тонусе, и баланс в сфере карьеры и бизнеса заключается в том, что вам нужно для себя понимать, что вы успешны не только в карьере, но и если вы решите заняться собственным бизнесом, у вас там тоже все получится, потому что единомышленники вам помогут разобраться с той ситуацией, как вести этот бизнес. Если ваша идея достаточно привлекательная, вы легко найдете инвесторов. Если найдете партнера по бизнесу, ваш бизнес будет удачный, увлекательный и приносить вам ту выгоду, которую вы изначально запланировали. В сфере деньги зачем нужны чувства? Безусловно, если вы будете реализовывать проекты, в которых задействованы чужие деньги, вам важно от той неопределенности и от того стресса, с которым вы постоянно сталкиваетесь, не переходить в низкоэнергетическое состояние, и чувство собственной уверенности и понимание, что вы — это тот человек, который делает это впервые, позволяет вам находиться в приподнятом настроении. И даже если проект будет неудачным, вы будете для себя четко понимать, что вы в тех ситуациях, в которые вы оказались, поступили самым лучшим образом, и, наверное, никто с этой ситуацией не справился бы так хорошо, как и вы. Следующая сфера — личностный рост. На основе чувств вы понимаете, как знания могут быть полезны применительно к вашей жизни. Именно чувства будут вас мотивировать применять полученные знания, полученные инсайты к практической деятельности. То есть у вас беспорядок на рабочем месте, дома, обязательно в вашей жизни появляется какой-то очаровательный человек, который своей улыбкой, своей харизмой, если это женщина, говорит, вот это можно сделать по-другому, и вы там на крыльях воодушевления идете и стараетесь все это сделать, привести в порядок, хотя там целый год вас этот бардак никак не мучил, не считали нужным это делать. Это я привел в качестве примера. Перехожу к следующей сфере — здоровье и спорт. Как здесь чувства помогают вам идти к хорошим спортивным успехам. Такое участие, как соревнования, когда вас приглашают легко играющих, попробуй себя, покажи. Это тоже ваш стимул. Я все-таки вам стараюсь донести такую мысль, что участие в соревнованиях — это обязательно нормальное явление. Вы в соревнованиях получаете новых единомышленников, это очень важный фактор. Вы растете как спортсмен, как человек, который получил опыт стресса в этих ситуациях. И следующий момент. Вы понимаете, что в предыдущих видео я говорил о нарциссах. Если вы постоянно улучшаете свои показатели, это значит, вы стараетесь в себе самое лучшее развить, а не пользоваться тем, что вам дано от природы. Следующая сфера, где чувства проявляют себя на 120, 150, 200%, это сфера друзья и окружения. Развитое чувство эмпатии, дневник состояний. Дневник ваших чувств помогает вам отсортировать ваше окружение на две большие группы. В предыдущем видео я уже неоднократно упоминал, чтобы вы не мучились. Просто всех людей в своем окружении разделите на две группы. Одна группа с теми людьми вам хорошо, комфортно, вы там легко реабилитируетесь, восстанавливаетесь, отдыхаете. И следующая группа людей, они постоянно хотят подбросить вам свои проблемы, свои негативные эмоциональные переживания. То есть от этих людей нужно чуть-чуть держаться подальше. Когда вы будете в состоянии 8-10, проблемы этих людей вы решите быстро-быстро, легко-легко, потому что вы будете этих людей мотивировать решать эти проблемы сами. Если вы находитесь в состоянии 4-8, люди, ваше окружение, которые сбрасывают вам свои проблемы, они хотят, чтобы вы эти проблемы сделали сами. Для вас это легко. В данном случае вы чувствуете себя спасателем, не нужно этим увлекаться. Это ни к чему хорошему не приводит, потому что есть неоднократные примеры, что наша главная задача людей научить самостоятельно жить в этом мире без вашей помощи, как бы они об этом сильно не просили.
Следующая сфера, где дневник чувств помогает вам провести диалог с вашим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной, это дневник чувств. Бывают такие ситуации в семейных отношениях, когда вам нечего уже сказать своему любимому человеку, вы даже не можете завести разговор, а разговор по душам о проблемах 5-10 минут – это запредельная роскошь. Если вы проведете дневник своих чувств в течение календарного месяца, вы заметите, что на второй или третьей неделе у вас есть закономерное состояние, когда вы можете это сказать, высказать. На это время планируйте, пожалуйста, диалоги о вашем совместном будущем, счастливом и хорошем. Потому что семья и отношения – это такая сфера, где вы регулярно должны вкладываться в отношения, взаимно дополняя друг друга, помогая каждому из вас быть счастливым. Напомню, что в колесе жизненного баланса за счастье отвечает сфера яркость жизни. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы не у всех бывает складываются отношения, бывает такой период в жизни человека, когда он счастлив, но отношений у него нет, семьи у него нет. Нельзя его из-за этого назвать несчастным человеком или несчастным мужчиной или несчастной женщиной, но просто яркость жизни говорит о том, что всеми красками жизни они наслаждаются, но вот вишенки на торте нет, в семье и отношениях еще не настал тот период. Поэтому те, кто зашел в отношения, смотрите это видео, пересылайте своим друзьям и знакомым. Это видео напоминание о том, что отношения нужно регулярно укреплять, а укреплять их можно тогда, когда ваши чувства находятся на подъеме, когда ваши чувства находятся в состоянии 4-8. Только в состоянии 4-8 вы можете о чем-то совместно договориться. В состоянии 0,4, напомню, те, кто теорию колеса жизненного баланса слышит первый раз, в состоянии 0,4 вы будете всего лишь лучше понимать друг друга, но наполнять их взаимными эмоциями, которые вас переполняют, но это не будет приводить вас к совместным действиям. Поэтому прежде чем решиться на семейный разговор, по традиции продиагностируйте свое колесо жизненного баланса, поймите, что вы хотите от партнера, какой помощи от него ожидаете, в какой период времени, в чем оно выражается, и тогда уже с этим конкретным предложением приходите на разговор к партнеру. Возможно, это у вас получится диалог не с первой попыткой, но поверьте, ваш партнер, любимый мужчина, любимая женщина, это оценит и будет благодарны за то, что вы были инициатором такого нужного для семейной жизни разговора. Итак, подводим итоги. Зачем вести дневник чувств? Дневник чувств помогает вам лучше понимать себя. Если вы понимаете себя через диагностику колеса жизненного баланса, вы легко понимаете других людей, потому что вы понимаете, что человек в каждой сфере хочет, вы понимаете его цели, к чему стремится. У кого-то это цели амбициозные, у кого-то это цели не очень. Но если вы по сфере духовный рост и творчества через жизненные ценности находите что-то общее, вам с этим человеком по пути, он никогда вас не предаст, не подведет, будет ценить вашу личную свободу и вашу индивидуальность. Поэтому это основной ключ и инструмент для поиска единомышленников. Тем, кто смотрел это видео, еще раз предлагаю поставить лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте кнопку «Колокольчик». Эти действия помогают нам продвигать наши видео продвигаются органически. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.